Привет, друзья! Сегодня мы в Фансине. Фансин – это родина юнесского красного чая. Именно то место, откуда он пошел, распространение получил не только в регионе Фансине, но и в других местах, уездах Юнани. Вот здесь сейчас нам так удачно повезло, что мы приехали за день до начала массового производства. То есть сейчас уже, безусловно, чай делают, но именно массовый сбор и массовое производство начинается завтра. Поэтому завтра, наверное, уже поедем так серьезно по заводам. Сегодня пока набираем контакты, ездим здесь по горам в окрестностях. Уже вот некоторые бабушки тут активно собирают чаек, но так чисто для себя, для каких-то маленьких производств совсем домашних. Вот, а крупное производство еще и началось. Очень нравится, как выглядит плантация красного чая именно в этом регионе. Конечно, не все они здесь такие, но очень много прям вот таких образцов показательных. То есть везде, значит, органические вот эти вот улавливалки насекомых, потом липучки всякие разные от вредителей. Обязательно все плантации, не просто все выкошено подчистую, а все везде посажены деревья. В основном, кстати, это, если не ошибаюсь, грецкий орех, но не только. Вот, разные фруктовые деревья. И вообще так все очень приятно выглядит, я бы сказал, даже по-европейски. Может быть, отчасти потому, что уже не первый год сотрудничают здесь производители, поставщики с европейскими, с английскими разными компаниями, поэтому здесь выше требования и к органичности сырья, и к чистоте и так далее. Вот. Но, конечно, не только. То есть очень много идет красного чая из Фансина на внутренний рынок. Есть крупнейший бренд, там Фансин завод, собственно, Динхун Групп, который один из самых крупных производителей здесь. И есть очень много более мелких производителей, которые как раз для нас более интересны, потому что они делают повыше грейдом в основном чай, но и гораздо больше разных сортов. Мы уже в прошлом году тоже начали сотрудничать с несколькими. Сегодня хотим сотрудничество немножко так уплотнить, укрепить, расширить, вот, и начать как-то вот более серьезно заниматься уже местным чаем. Здесь выращивают несколько видов чайных кустов, как и мелколистные, так и крупнолистные, разные подвиды, гибриды, поэтому, собственно, не только технология различается, но и опять-таки флеш сбора, то есть есть чай чистый из почек, есть чай 2 почка листочек, есть чай из крупнолистных кустов, есть чай из мелколистных, то есть получается довольно большой ассортимент, большое разнообразие местного красного чая. Вот, надеюсь, завтра начнем с ним так более плотно знакомиться, а сегодня, может быть, получится посетить несколько ферм, которые начали производство уже сегодня. Ну что же, к нашему огромной радости этого хомячка, мы пойдем прям цвета Сунчжэня. Вот смотрите, у него прям одинаковый цвет его шкуры, видимо, специально подбирали. Так вот, мы с хомячком сейчас будем дегустировать 3 сорта, 2 Сунчжэня, один с 2 листами, другой с 1 листом, здесь вот больше почек, и еще медовый такой вот красный чай. Его будем пробовать, Диньсе называется, Мисян Диньсе. Вот. Действительно медовый аромат у него. Вот 3 сорта уже готовы на этой фабрике. Здесь только-только тоже начнет производство. Сегодня первый день, немножко раньше, чем в другой большой фабрике, поэтому сейчас все 3 попробуем и оценим, какой из них. Мне уже все понравились по аромату, но будем сейчас выбирать, смотреть, какой именно нам больше подойдет. Вот. Правильно, хомячок? Прикольный. Они все прикольные, по-моему. Хороший, просто хороший красный чай. Вы все 3 выпили, а я не... И все должны быть Ну да. Ну да, это, скорее всего, подороже. А вот эти 2, где-то, видишь, это с 2 почками, а это с 1. Видишь, это... Что, свежак надо брать? Да, хороший вообще. Очень хороший. Благородный. Фреш. Свежачок. Ну все, берем, поехали дальше. Да, сейчас надо просто понять, что еще есть.
Ну, после дегустации чая мы пошли немного посмотреть на производство, на сам завод. Здесь сейчас происходит финальная сушка сунжэня, то есть сосновых игл. Конкретно вот эти 3 поддона сорт, которые делаются с одной почкой и одним листиком, поэтому здесь немножко больше почек. Вот. Но мы, подегустировав, поняли, что нам больше нравится тут, где 2 листа, он немножко такой более насыщенный, при этом имеет все плюсы именно того, который с одной почкой. Вот. Ну и к тому же по соотношению цена-качество, нам кажется, тот немножко лучше. Очень красивый такой приятный чай, свежий. Сейчас, конечно, весь свежий красный, он невероятно кажется приятным, даже самый простой, потому что после долгого времени не было свежего красного чая. И сейчас особо приятно вдыхать ароматы только что прям вот, как говорится, из сушки только что сделанный красный чай. Технология производства красного чая здесь в Фэньцине немного отличается от того же, например, Диньхуна, хотя в целом чаи похожи и по месту происхождения, и по вкусу, но тем не менее есть некоторые особенности технологий. Первое, конечно, это вэйдяо, в таких вот поддонах больших, да, где выходит первая влага, а потом идет такая машина для яо-цзиня, которая нам известна по производству лунов. Там, значит, выбраковывается всякая пыль, какой-то мелкий скомкавшийся лист и так далее. После яо-цзиня начинается сминание в жауне. После сминания идет ферментация, то есть складывается часть короба, ферментируется, и уже после ферментации идет, вот, собственно, на этих машинах продается форма. То есть одновременно чай подогревается, но не полностью, не происходит полной сушки чая. Он подогревается и получается полуфабрикат, то есть чай приобретает форму иголки, вот, и уже после этого идет финальная стадия сушка хунган. Кстати, ферментация здесь производится в таких бамбуковых корзинах. Я очень люблю, когда используются натуральные материалы. На разных заводах производства красного чая используются разные. Конкретно здесь используется такая бамбуковая корзинка. Длительность ферментации зависит от погоды. Как правило, если погода хорошая, то около 10 часов. Если погода не очень, то есть прохладно, либо там дождливо, то бывает вплоть до 20 часов длится ферментация. Ну и, конечно, чай, который вот попадает в такую погоду, не такой вкусный, как который с хорошей погодой. Кстати, нам здесь повезло, последние дни здесь держалась солнечная погода, поэтому, собственно, сунжэнь, который сейчас сделан, очень хороший. Вот. Ну и, собственно, вот из этих же корзин рабочие завода выгружают в машины, которые придают форму. Внутри этих станков примерно 260 градусов, то есть довольно-таки высокая температура. Вот. И около 40 минут идет этот процесс. Причем еще рабочие складывают туда практически такие стальные прутья, которые как раз вот раскатывают чайный лист и продают ему именно вот эту форму иголочки. Вот. После этого еще, несмотря на то, что при такой высокой температуре чай обрабатывается, все равно еще обязательно делается хунган, финальная сушка. Вот. Ну вот, собственно, сейчас мастер раскладывает прутья. Причем интересно то, что прутья разного диаметра, и он кладет их по одному, по два, даже, по-моему, по 3 в каждый отсек. Вот, то есть, видимо, это тоже необходимо для соблюдения нужной технологии. Вот, интересно очень, потому что вот именно конкретно вот эту технологию я еще не видел сам вживую. Вот все, запускается станок, и 40 минут чай пребывает в таком состоянии постоянного встряхивания. И вот, аромат, конечно, невероятный. Чай только что сферментирован, и начинается первичная, идет температура, и сразу очень резко дает аромат. Очень приятно пахнет. В принципе, такой же вот аромат вот только-только заваренного чая, который только что сделан. Он дает похожий вот аромат вот, свежей ферментации. А здесь производят другой сорт красного чая, который называется Мисянь Дзинсы, или золотые жгутики с медовым ароматом. Действительно, аромат чая просто невероятный. Он только что прошел стадию сминания уже у Нен, и после этого необходимо мастеру вручную полностью его перетряхнуть, потому что после сминания некоторые такие вот комки образуются, и поэтому нужно полностью чай перебрать вручную для того, чтобы он был разделен. Вот. После этого начинается ферментация. Кстати, здесь сейчас так немножко полутемно, и мне показалось, что он уже сферментирован. Так, если приглядеться, лист еще зеленый, и только-только немножко начал окисляться, поэтому в темноте кажется, как будто он уже все сферментированный. После ферментации сразу идет хунган,
То есть здесь уже нету обработки на станке, который продает эту форму игольчатую, здесь форма природная. Вот. Но чай при этом снова получается очень красивый, такой нежный. И многие, кстати, у нас уже пробовали, у нас уже был такой Диньсы, Мисян Диньсы. Вот. И сейчас, я думаю, может появиться еще и с этого завода. Мне лично очень понравился и пробник, и как он пахнет даже в процессе производства. И сырье само тоже очень хорошее. Чай должен быть замечательный просто. А здесь происходит ферментация чая, причем здесь у них, я так понял, когда небольшие объемы производства, они не складывают чай в отдельную комнату, они просто складывают его в корзины, и корзины накрывают так вот тряпочкой хлопковой. Вот здесь происходит ферментация. Конкретно сейчас здесь ферментируется сунчжэнь, сосновые иглы, сорт, который одна почка и 2 листа. Вот, и он уже, в общем-то, на половине стадии, завтра утром будет готов, заложили вот не так давно, то есть пару часов назад. Вот, поэтому завтра утром будет готов. И после этого уже будет, собственно, стадия придавания формы и стадия финальной сушки хунган. Ну и финальная стадия производства красного чая. Здесь сейчас по-прежнему делается Мисян Диньсы. Уже около часа, причем производится хунган. Может быть, сейчас еще потребуется какое-то время, но он уже почти готов. Конкретно сейчас здесь температура 89 градусов. Потихонечку поднимается, было только что буквально 86, вот, то есть она контролируется, программируется в зависимости от того, какой сорт, какая погода и так далее. Вот, затем печи работают здесь полностью тоже на дровах, что важно, то есть это не электрические сушильные шкафы, а именно дровяные. Вот, наиболее качественный чай они обрабатывают именно таким образом. Хотя сушильный шкаф электрический здесь тоже есть, но как бы обычно применяют его для более бюджетного сегмента чая. Именно это вот делается полностью на дровах. Ну, собственно, после того, как он просушился, его уже можно пробовать, но всегда дают какое-то время подождать, чтобы вышел огонь. Только что буквально мы брали сунчжэнь такой же тоже из хунган, соседней машины. Вот, и вот еще чувствуется немножко, вот, что ну, должен дать чаю остыть, только после этого можно его дегустировать. И, по сути, вот финальная стадия, после которой чай уже готов. Здесь есть такая маленькая дверочка, которую можно открыть и посмотреть внутрь, во-первых, каково состояние чая, потому что здесь есть несколько ступенек, да, которые вот при помощи этих рычагов сбрасывается чай ниже. Таким образом можно вручную регулировать процесс финальной сушки. Вот, и тут внизу уже открывается финальный сброс чая, когда мастер-технолог смотрит за готовностью и считает, что он уже все окончательно просушился и с чаем все хорошо. Вот в соседнем станке производился чай, который называется Ешенхун, то есть дикорастущий красный чай. Но конкретно этот очень интересен тем, что это дикорастущий красный чай с одного дерева. То есть он собран с одного дерева, вот, собственно, все количество чая вот в этом подносе. Аналогично так же, как делают с одного дикорастущего дерева шенпуэр, то есть данджу шанчха, то есть одно древнее чайное дерево, с него делают какую-то небольшую партию чая. Мы в прошлом году так делали в Фэнцине, как раз здесь же шенпуэр в Диньсю. Здесь же то же самое абсолютно с красным чаем. Я, кстати, никогда еще вот подобного не видел, чтобы делали именно с красного чая данджу. Как говорится, век живи, век учись. Видно, кстати, что действительно там огромное дерево, потому что вот это один лист просто длиной там под 10 сантиметров. Вот, и вот, собственно, весь объем. Только что мы его дегустировали, чай просто невероятный. Вот, наверное, попробуем в следующий раз заказать себе тоже такое сделать, может быть, даже заснять весь процесс его производства. Сейчас, к сожалению, только через неделю будут они его делать. Я думаю, мы в этот раз не успеем, но зато приобрели очень полезные знакомства и знаем теперь, куда обращаться за таким эксклюзивным продуктом. То есть вот все, что есть, это вот небольшое количество чая. При дегустации, конечно, он нас вообще поразил всем и ароматом, и вкусом. Крайне тонкий, глубокий, очень многогранный, очень богатый и действительно благородный вкус такой вот, как вот в сравнении, если брать шенпуэр, там шенпуэр обычный, там, да, там даже больших деревьев, или шенпуэр именно данджу, который сделан из древнего чайного дерева, это, конечно, огромная разница. Аналогично здесь обычный ешенхун, то есть обычный дикорастущий красный, или дикорастущий красный, сделанный именно с одного большого дерева. Две большие разницы.
Приехали на следующий завод. На следующем заводе у нас ждут еще 4 сорта, которые тоже гаганчулады, как говорится, только что готовы. Здесь у нас 2 вида дзиньсе, то есть это один у нас это чисто почечный чай, второй с одним листиком, то есть один листик, одна почка. И еще 2 вида ешенхуна, то есть сущего красного, причем это как бы один и тот же, но сделан в 2 разных дня. Вот, внешне он очень сильно отличается, поэтому я думаю, что попробуем тот другой. Посмотрим еще, каково здесь качество продукта на этом заводе. И потом уже, возможно, будем сотрудничать. Конечно, в плане сотрудничества с заводами, может быть, с чем-то более сложно в этом плане. Тебе нужно, бывает, несколько иметь производителей, потому что каждый из них делает какие-то определенные сорта чая. Вот, в этом плане, конечно, там, ты там сотрудничаешь с каким-то перепродавцом, у него там все есть, вот, но немного другие цены и как бы немного другое качество. А тут получается гораздо более сложный такой путь, как говорится, мы ищем легких путей, но зато это все компенсируется высоким качеством и таким индивидуальным подходом, особенно если делать что-то на заказ, какие-то партии, поэтому сейчас мы расширяем круг знакомств в Фэнцине. О, надо. Все, водичка вскипела. Можно прогреть 4 гайвани. Сегодня у нас прям день 4 гайваней. Везде мы утром дегустировали чай на складе одного друга. Шены там, значит, дегустировали тоже красный и белый почки. Потом мы, значит, дегустировали на заводе красного соседним здесь тоже 4 красных. Сейчас здесь дегустируем снова 4 красных. Вот. На самом деле очень радостно после такого безумного количества ужаснейшего шена, который мы пили вчера, наконец продегустировать нами любимый красный чай. Это крайне приятно. Вот, я думаю, что мы вот так вот положим, в принципе, будет нормально. Тоже у нас такая дегустация на бегу немного, но для общей оценки качества, не углубляясь в нюансы, вполне достаточно. Уже второй раз обращаю внимание, сейчас у меня 2 красных здесь дзиньсе, один из них, значит, с почкой и одним листиком, а другой чисто с почкой. И вот который с листиком, у него аромат вот такой более яркий, более богатый. А который с почкой, он такой вот более, что ли, нежный. Но мне кажется, что русскому человеку больше понравится тот, который с листиком, аналогичный как с сунжэнем. Очень похож этот вкус, то есть по сути вот обработка, то есть сунжэнь там просто форма вот этой сосновой иглы придается, а по сути тот же вкус, та же технология. Сейчас пробуем ешенхуны. По цвету настоя, кстати, они практически не отличаются, но, по-моему, эти немножко посветлее. Вот сейчас заварим чай, который будем, скорее всего, брать. Он прикольный. Уже на подходах к заводу чувствуется невероятнейший просто аромат только что сферментированного красного чая. Есть огромная площадь, это площадь для вейдяо, для сушки. Вот, а мы сейчас спустимся в производственный цех, посмотрим, что нас там ждет. Нас там ждет пакетик, у меня есть для пробничка замечательного абсолютно дзиньсе. В принципе, типичное производство красного чая. Здесь, кстати, вот что мне нравится вообще в Фэнцине, здесь все производства достаточно такие чистые, аккуратные. Как я уже говорил, много сотрудничать с европейцами. Вот, поэтому
скажем так, берегут внешний облик свой. Ну, кстати, этот завод, надо сказать, еще и новый. То есть хозяйка открыла его всего лишь 3 года назад, поэтому они очень только-только начали производство. Здесь тоже корзины только что заложены на ферментацию чаем. А здесь мы сейчас идем с вами брать пробничек. Пробничек нас интересует конкретно вот этот. Вот, это у нас дзиньцы, именно сделана одна почка, один лист. Прям тепленький, только что достали из машины для хунгана. Вот он нас интересует. А сзади 2 кучи ешенхуна, но, если честно, мне этот ешенхун не очень понравился, поэтому мы его брать не будем. А вот пробничек вот этого, я думаю, мы даже побольше возьмем. Уж больно хорош. Вот, его мы будем заказывать нам на производство, потому что эта партия, она заказана была другим одним бизнесменом из Шанхая. Вот, а мы будем заказывать уже непосредственно для нас с этого производства именно вот этот сорт. То есть, как получилось, каждое производство по одному сорту. На прошлом нам понравился Сунчжэнь, очень понравился, здесь понравился Дзиньсе. Причем там Дзиньсе тоже был, но вот он был дороже и хуже. Поэтому так вот приходится выбирать. Опять-таки Шенхун тоже мы на еще другом производстве около Линцана нашли лучше, чем этот. Так что так вот с каждого завода по чуть-чуть что-то интересного находится. Вот. Ну и пока еще светло, мы, пожалуй, поедем дальше. К сожалению, сегодня такой у нас очень быстрый ритм, нет времени долго пребывать на каждом из производств. Вот. Тут, в принципе, особо нового ничего рассказывать нет всего. То есть машины для обработки, сминания, придавания формы, хунган и, в общем, все. Пойдем дальше. Здесь при помощи станочка разбивают. Вот, то есть здесь как бы получается закидывают станок и таким образом разбивают немножечко скомкавшийся, значит, чайный лист. Разбивают его для того, чтобы он был и чао, то есть отдельно по листочку, чтобы получился более красивый уже после финальной стадии обработки. Здесь, в принципе, получается, после того, как он разбился, он сразу немножко полежит, ферментация, и после этого идет хунган. Ну вот, а здесь, собственно, приемка сырья идет. Вот, сама же хозяйка завода здесь его принимает. Здесь же она его отправляет вниз. Вообще такая хозяйственная девушка оказалась очень. Вот, так понял, что она не замужем. И одна рулит всем этим огромным производством. Вот, это, конечно, не часто встретишь. То есть обычно я встречал женщин постарше, она молодая довольно, и вот сама все это организовала одна. Круто. Скажем, заводом все быстрее, быстрее, быстрее. Продолжаем движение в горы. Сейчас немножко уже вечереет. Может быть, еще застанем какое-нибудь третье производство сегодня, если повезет. Либо уже тогда на завтра отложим остальные наши планы. Вот. Сейчас хочется тоже немножко подняться повыше, посмотреть на чайные сады здесь. Очень красиво. Вот. У нас супер классный сегодня водитель, вообще потрясающий просто. Который, во-первых, очень врубной, во-вторых, очень быстрый. Вот, и мы очень много еще благодаря ему успели. Не каждый раз такое повезет, потому что вчера, например, мы ехали отрезок пути в 2 раза меньше, в 2 раза дольше. Вот, тоже не всегда как бы так везет в этом плане. Сейчас поднимемся наверх, хотим посмотреть на старые чайные деревья, если получится. Вот, ну и будем, наверное, возвращаться. Вечером в городе мы еще заедем в магазин ребят, которые владеют заводом первым, то есть у них свой магазинчик внизу, и тоже хочется попить чаек, который не был на заводе, который они уже отправили в магазин. Попробуем. Все, забираемся в горы выше и выше.
Забрались повыше, поднялись на гору. Здесь высота уже 2400. Это мы вышли за территорию уже, где закончились фермы. Здесь идет большая территория охраняемого леса. И можно посмотреть, как же выглядела здесь природа до того, как ее начал трогать человек. Вот. Выглядело здесь просто волшебно, замечательный абсолютно лес. Очень красивый. И видно отсюда вот внизу вот фермы, где начинаются. Они примерно вот где-то на 200-300 метров ниже, но тоже уже больше 2000. То есть здесь 2400, там около 2, может быть чуть-чуть меньше. Но вот начинаются фермы гораздо ниже, уже в самых предгорьях Фэнсина. Но все равно, то есть чем ближе сюда, тем, собственно, чай чище, красивее, прекраснее. Поэтому мы заезжали на заводы, которые расположены уже на въезде в лес практически. Вот здесь это достаточно уже прохладненько. Вот туда дальше в горы еще есть несколько фабрик, которые делают угушуча, то есть чай из древних чайных деревьев, именно шен. Вот, может быть, мы туда заедем завтра, потому что сегодня уже вечереет, наверное, сегодня не поедем все-таки. Вот. И к тому же мы уже, в общем-то, были в Фэнсине не раз, именно когда мы ездили в этот самый, в Динсю, и гушуча нам местный уже знаком. А вот с красным хочется познакомиться поближе, поэтому я думаю, сегодня еще посвятим время именно красному чаю. Немножечко здесь погуляем по лесу. Очень крайне приятное место, и чай тоже очень сильный, потому что вот сколько уже прошло, минут 40, как мы последний пили, и у меня до сих пор вот после этого диньсы, да, вот после красных жгутиков, золотых жгутиков до сих пор есть такое очень приятное послевкусие. На самой границе охраняемой территории находятся сады уже дикорастущего красного чая. В принципе, они есть и ниже тоже, но здесь как бы вот они превалируют, скажем так. В принципе, дикорастущий красный здесь в основном, это, естественно, тоже посаженный, но сорт имеется дикорастущий. То есть это не сам то, что дикие кусты в лесу, а это как бы посаженные, но за ними меньше ухаживают, они вот видно такие вот повыше местами, где-то их там меньше подрезают и так далее, то есть они выглядят иначе. Вот. И в целом побеги у них больше, то есть вот такой большой побег обычно собирается, там либо 3-листая почка, либо 2-листая почка, по-разному я видел. Вот. И некоторые сорта там дикорастущие идет вообще такие огромные, там, получаются побеги, мощные. Вот. Как правило, вот здесь делают такой среднячок, золотая середина, самый классный, самый хороший делается уже с деревьев, то есть называется гушу хунча, то есть красный чай с древних чайных деревьев. Ну и самый высокий по градации это данжу, то есть сделанный с одного дерева. Таких меньше всего, и, как правило, такой чай просто ценится уже как отдельный такой раритет. У каждой фермы там может быть 2 или 3 дерева, в зависимости от того, насколько они имеют возможности или где они расположены. То есть не у всех даже есть возможность такой чай делать в принципе.